Добрый день! Вы снова на канале Нателла Таро. И мы снова хотим спросить совета у карт Таро, у рун. В это тревожное время хотелось бы знать, с чем придется столкнуться в жизни. Расклад буду делать сегодня для жителей России. Как мы сможем преодолеть трудные моменты, которые навалились на нас в связи с санкциями, в связи с таким плохим отношением стран, окружающих нас, как на каждом из нас отразится это непростое время, хотя жители России всегда сталкивались с какими-то трудностями, неприятностями и хорошо их преодолевали. Всегда выходили победителями из сражений, войн. Наш менталитет, наша сплоченность, я имею в виду жителей страны, независимо от национальностей, от вероисповедания, мы всегда едины. Только иногда представители нашего общества, как бы подвержены иному мнению, но это в угоду своим интересам меркантильным, скорее всего. Вот посмотрите, кто против действий России. Те, у кого большие капиталы за рубежом. Артисты, вориши. Это не та интеллигенция, которая действительно понимает, что за Отечество надо всегда стоять горой, всегда его защищать. Все приходящее, Отечество вечно. Это корни наши, и не надо об этом забывать. Виллы, яхты. Да, может быть, они кого-то и радуют, но это не основное в жизни. А основное, как вас вспомнят ваши потомки, скажут ли они вам спасибо, как мы говорим своим дедам и прадедам, за то, что они отстояли нас в свое время как страну от фашизма, защитили и даже Европу освободили. Но не сумели они задавить эти зачатки фашистские, и теперь вот нам снова эта волна докатилась. Украина погрязла в этом раньше, но и на территории России, в принципе, вспышки такие националистические бывают. Поэтому полностью и целиком одобряю действия нашего правительства. Понимаете, если нужно сделать операцию, любую, спецоперацию военную или хирургическую, ее надо делать. Не надо этого бояться. Она действительно принесет пользу. Людям увидеть голубое небо, почувствовать себя счастливыми, не бояться невзгод, не жить под прицелом ружья. Это очень страшно, поверьте мне.
думать о сиюминутном. Надо задуматься о том, что выпало на нашу долю, и мы обязаны это сделать. Этот период надо пройти, надо выстоять. Не каким-то интересом денег, даже если будут какие-то моменты не слишком приятные для каждого из нас. Во имя мира, как в России, так и в Украине, во имя того, что защитить нападок Запада, чтобы действительно поняли, что мы дружный, независимо от того, где мы проживаем, на юге страны, на севере, на востоке. Мы стоим за свое Отечество всегда. Все страны, все народы. У карт Таро и рун я сегодня спрошу, с какими же событиями нам придется столкнуться в ближайшее время. Опасны или же мы их практически не почувствуем ухудшение. Я знаю одно, что события эти случатся. Это и по звездам мы читали, это мы другим инструментам, которые мы используем для предсказаний. Это и видением, кто просматривал из моих коллег, и я. И мы сейчас понимаем, чем они закончатся, как долго они будут проходить. Поэтому мы, зная результат, поддерживаем и не впадаем в панику, что призываем делать. Страх, паника не должны присутствовать в вашей жизни. Все обойдется более-менее малой кровью. Какие события в ближайшее время, что они принесут? Сначала я вытащу несколько рун. Они очень хорошо характеризуют. Это сострадание в общем плане. Это сострадание для всех, можно сказать. Это не агрессия, это не желание навредить, не желание подставить. Это сострадание в плане того, что человек сам понимает свою роль в сегодняшнем дне, в сегодняшних событиях. Каждый осознает частичкой такого большого дела. Каждый решает для себя, как ему в той или иной ситуации поступать. Это мудрость. Мудрость заключается в том, что себя в обществе в целом каждый выбирает свою дорогу, свои поступки, соизмеряет для себя свою нишу, свои какие-то возможности. Вот как в окопе он окопался, человек,
что он может предпринять в этой ситуации. Об этом нам сейчас и говорит Манас. Это очень много может, много знает, много умеет. Нет узкости, что я вот только врач, преподаватель какого-то одного предмета или там подмастерье какое-то. Нет, может повести себя и с ней справиться правильно. Стать кем-то другим, наставником, волонтером, помощником или же для поддержания других людей. Врач может стать хорошим автомобилистом. Я не призываю это делать. Я просто хочу донести до вас, что я вот артист, и я только могу быть артистом. Когда надо, придется делать, делайте любую работу правильно, верно. Только и корону на это время придется снять. Это руна Манас. Вот она как раз и призывает нас, каждого, обдумать, в какой позиции он находится, что он может дать своим людям, своему окружению, как может повлиять на них, чем помочь. Вот как раз Манас об этом и говорит. Теперь посмотрим на Таро. Что в ближайшее время принесет по четверке мечей. Это аркан, возможно, даже болезнь каких-то но это и понятно, потому что не может быть, происходит в настоящий момент. Я думаю, никто не радуется этому. Но по аркану мир каждый переживает за события. За события в плане мирового масштаба этого мира. Хочет, чтобы эти события скорее завершились, чтобы они закончились миром. Даже, может быть, и не победой, а миром. Миром для каждого, миром для всех. Об этом и тревожится каждый из нас. Об этом и нам подсказывают арканы, что вот именно сейчас, как по руне Манас, именно сейчас от нас требуется мобилизация. Именно сейчас мы должны во всем мире, а не думать о сиюминутных каких-то выгодах. Верховная жрица это показывает вековую мудрость. Это то, о чем я говорила в самом начале, что страна наша всегда выходила победительницей из всех неприятностей, войн, из всех тех ситуаций, в которые ее втягивали как бы насильно. Мы никогда не шли, по крайней мере, вот в современном обществе, оно никогда не шло завоевывать народы. Оно всегда было освободителем, помощником, сочувствовало людям разных стран, разных национальностей.
И сейчас мы не хотим покорить кого-то, завоевать, принудить к чему-то. Просто хотим сделать мирным жизни людей, страдающих людей. По аркану жрица эта мудрость восторжествует, и мир придет. Каким образом он придет, пока всем знать не положено. Именно жрица и говорит, это тайна, но это тайна мудрая, это тайна Вселенной, можно даже так сказать. Жрица – это еще и магическая карта. И вот по магии не обязательно знать, как это все случится. Но случится это обязательно. Произойдет то, что должно произойти. И то, что должно произойти, принесет нам мир. По шестерке кубков, ну, это, можно сказать, что многие хотят вернуться в прошлое. Многие хотели бы, чтобы была такая же жизнь, как раньше. Мирная, спокойная. Мы часто ностальгируем по детству. Нам казалось, что в детстве было все лучше. Отношения между людьми лучше. Небо светлее, цветы красивее. Многие вот ностальгируют вот именно по тому времени. Ну и по тузу жезла. В какой-то степени это вернется. Вот мы вернемся в ту ностальгию, в те времена, когда мирное небо было над каждым человеком. Никто не боялся выстрелов, никто не смотрел в дуло орудия. Вот этот вот страх, он уйдет. По тузу кубкам жизнь наладится, все пойдет в рост. Да, усилиями, да, работой. Очень такой работой трудной, тяжелой, иногда прям сверхсилы. Но ничего легко никогда никому и не давалось. В принципе, все свершения, все открытия были не вдруг, а подводились большим трудом, большими испытаниями. Ну, как бы военные действия еще пока продлятся, хотя мирная жизнь не будет стоять на месте, она будет двигаться, будут осуществляться все жизненные проекты, а война будет идти. Война будет идти, ну, даже как, не война. Это даже не война, это по пятерке мечей, это как бы даже, ну, как частичная победа, скажем так. Оружие уже сложено, или оно попрано, а меч поднят по пятерке мечей. И там не один меч, там много. И поэтому есть еще силы, есть еще возможности, еще исчерпаны в этой борьбе. Силы превосходящие, но как бы они еще не сложенные оружие. И это говорит о том, что противостояние продолжится, но с успехом. С успехом. И по карте Солнца
приведет это к победе. Большими усилиями. Но сочетание Солнца и Мах — это очень хорошее сочетание в Таро. Его можно вот трактовать так, что да, вот оно свершилось, вот оно получилось, победа, ура! Все это мы сделали, свершили. Мах вот здесь показано как человек, который многое знает, многое умеет. У него есть все для того, чтобы все задуманное сделать, свершить, чтобы все свои планы привести в исполнение. И по аркану Солнца эти все планы успешно будут сделаны. Боевые действия продолжатся с успехом. Все остальные дела будут управлены. Они никак не повлияют на жизнь населения, людей. Для России это вообще очень хорошее сочетание. Я думаю, что даже мы не почувствуем никаких проблем в обыкновенной жизни, если мы их сами себе не создадим. Да, уходит Икея. Ну что? Что, других сетевых магазинов нет? Да полно. Я не думаю, что это как-то повлияет на жизнь основного населения страны. Эти фанатики, которые бегут за товарами и набирают себе, набивают полные холодильники, но это просто они привыкли там брать товар. А в других сетях он такой же, такого же качества и примерно такая же цена. Зачем создавать ажиотаж? К чему? Почему? Это непонятно. Но, понимаете, каждый человек вот такими действиями справляется с собственным страхом. Нагнетание вот со всех сторон информацией как раз и приводит к страху внутреннему. Да, это вот каждый боится, что-то надо предпринять. И ему кажется, что если я сделаю вот то-то и то-то, поступлю так-то и так-то, какие-то действия выполню, то меня это защитит. Это просто человек так себя успокаивает, подавляет свой личный собственный страх в этой ситуации. Может, оно и правильно, конечно. Пусть он закупится этой гречкой, солью, этими товарами из Икеи. Ему это, может быть, и поможет. Он успокоится, он подавит свой личный собственный страх. И все, и будет жить спокойнее и хорошо. Не надо так реагировать, что вот надо бросаться. Если у вас нет этого внутреннего страха, значит, вам туда не надо бежать и не надо закупаться этими товарами. Возможно, ваш внутренний страх вы подавите другими способами. Кто-то, может быть, пообщается с близкими и успокоится, кто-то больше будет заботиться о своих детях, малых или больших, и этим самым он подавит свой внутренний страх, созданный вот такой обстановкой, такими действиями. Осуждать или нет? Нет, конечно, не осуждать. Это психологические приемы, и они иногда приветствуются. Дальше посмотрим. Так, а аркан повешенный — это жертвенность. Ну да, жертвы нам придется, конечно, принести. В каком плане? Ну, король, то есть рыцарь кубков, говорит нам о том, что жертвы, конечно, будут. Вот многим придется пожертвовать своим благополучием, душевным или материальным. Может, кто-то потеряет, конечно, душевный покой,
Ну, о деньгах здесь мне не говорят, чтобы были потери денежные. Тут, скорее всего, эмоции через край. Делятся люди этими эмоциями. Но, в принципе, каждая всплеск этой эмоции направлена на то, чтобы подавить внутренний страх и как бы остаться победителем. И уверить себя, заверить в том, что нет, все будет хорошо, все будет отлично, потерпим, выйдем из этого положения. Ну, в принципе, я вам точно так же сейчас об этом и говорю. Связаны больше с эмоциями. По четверке жезлов это благополучие. Благополучие семейное, благополучие, ну, вообще у народа. Это не разрушение. Люди останутся в своих домах, в своих семьях. Аркан очень хороший, аркан благосостояния, удовольствия, аркан благоденствия и изобилия. Это говорит о том, что ну, ничего практически в жизни большого числа людей не изменится. Вот как они жили своим мирком, в своем доме, в своей квартире, в своем ближнем сообществе каком-то, так это и останется. Ничего другого здесь не идет. По аркану умеренность это тоже аркан спокойной, размеренной жизни, не сулящий каких-то глобальных перемен. Это умиротворение и ожидание, ну, ожидание вялотекущее такое, когда все переменится само собой, когда вот зима закончится, допустим, наступит лето, и когда вот какие-то трагические события пройдут сами собой, без нашего влияния, так как в основном в своей массе народ не может на это повлиять никаким образом. Вот по аркану умеренность, и как раз эти события будут спокойные, вялотекущие, размеренные, но трагических изменений. А по королеве кубков, то есть жезлов, извините, по королеве жезлов, ну, это королева, властная такая женщина, она, вот, трактовать ее можно так, что каждый найдет свое двигаться в этом направлении. Возможно, что-то кто-то будет предпринимать в жизни, кто-то пойдет покупать доллары, евро, кто-то там, наоборот, разобьет себе огородик, возделывать в это трудное время для поддержания своей семьи продовольствием или свое внимание, занять себя. Вот как раз эти действия по королеве жезлов и трактуются. Женщина деятельная и, в принципе, она всего добивается того, чего хочет. На что она нацелена, какие у нее есть мечты и планы, она это добивается. Это говорит о том, что, ну, как бы все хочет, каждый из нас, человек захочет добиться, он сможет это сделать. Ничто и ничего ему это не помешает. Так, помех для продвижения, нет помех для того, чтобы там
создать что-то, построить или огородить. Нет никаких помех. Есть вот страх, да, страх какой-то будет присутствовать, но он будет настолько ничтожный, насколько вот там вот кошечка сидит черненькая. Вот этот вот такой будет небольшой страх, что может не получиться у меня. Но это страхи, они всегда присутствуют в жизни. У нас всегда есть сомнения. Чего бы мы ни делали, чего бы мы ни добивались, сомнения всегда есть. Но они вот как бы маленькие, и пугаться их не надо. И по девятке пентаклей все, что люди по королеве жезлов захотят, все у них свершится. Денежных потерь здесь не видно, не будет. По девятке пентаклей будет нормальное благосостояние у людей, хорошее настроение, будут всем удовлетворены. Денежной потери большой, по крайней мере, не идет. Все останутся при своих доходах, при своих деньгах. Я не вижу, чтобы здесь были потери у бизнеса. Я достану еще руну, чтобы посмотреть, немножко прочитать подробнее девятку пентаклей. Денежных просто карт не выпадало, поэтому я вот шла к ней. Когда выпало денежный аркан, выпал, я хочу его уточнить. Ну, Манас, мы уже читали этот аркан, знаем, что все зависит от нас. То есть руна Манас, по руне Альгиз, ну, это руна оберега, руна помощи, руна поддержки. Ну, это можно сказать, что высшие силы, подсознание наше нас оберегает от каких-то необдуманных, неправильных действий, направленных на разрушение. Альгиз – это вообще очень хорошая руна, она показывает мудрость, помощь извне пришедшую, откуда не ждали. Это даже защита высших сил или защита человеком в этом случае. Вот руна Манас – это человек характеризует. Так вот, Альгиз – это помощь каких-то людей, какого-то человека. И руна Вирт или руна Одина, ну, это Божья воля. Вот как должно случиться, так все и будет. Ничего повлиять никто не может на то, что сейчас происходит. Происходит все по воле Бога, если кто верит в Бога. Или же, если вы верите астрологии, то так сошлись звезды, что эта ситуация должна была быть, случиться именно в это время, не позже, не раньше, именно сейчас. Вот как раз сочетание этих рун и говорит, что то, что предрешено было, то невозможно изменить. Изменений не будет в плане плохого. Все предусмотрено и не только правительством, но и высшими силами, высшим разумом. А руна Турисас говорит о том, что эта сила сильная, эта сила самая сильная в мире. Турисас – это руна приоритетов, руна оценки действий, оценки обстоятельств, событий. Это способ изменения жизни. Турисас – это молот Тора. И нет высшей силы, чем этот молот.
это сила самая сильная в мире. И она способствует тому, что с этой силой невозможно бороться. Надо взвесить свои возможности, вступая в противоборство с этой силой. Но эта сила может изменить многое. Применение этой силы, меняет совершенно все. Такого успеха по жизни ждут и жаждут многие. А руна Лагус – это течение жизни. Это помощь в любой ситуации. Это жизнь, вот по Лагус, она течет, она меняется, она течет в том русле, в котором должна быть. Это руна судьбы. И то, что предусмотрено судьбой, оно рано или поздно происходит. Отменить это нельзя никому и никогда. Это не во власти человечества. Расклад очень позитивный, ничего плохого он не сулит. Может, конечно, мне говорят, вы говорите только о хорошем. Я говорю то, что я могу прочитать по своим помощникам, по Таро и рунам, а они ничего плохого не предвещают. Вот в этом раскладе, в этом прогнозе я снова говорю, что все будет очень хорошо. Ничего плохого ни по Таро не вышло, ни по рунам ничего не вышло. А руна Одина – это вот поддержка, вообще, это поддержка всей Вселенной, наших действий. То, что сейчас происходит, это люди не хотят это признать, это страны, те, которые нападают на нас, они еще не хотят с этим считаться, они не хотят признать, что это не нами придуманные действия, это так Вселенная показывает. Многие пророки, которые жили раньше, они это понимали и предвидели эти ситуации. А мы, люди, мы меркантильны, и мы не можем того, что это действительно изменение ситуации в мировом плане. Это не желание какого-то человека, а это мировой порядок. И вот мировой порядок говорит о том, что эти события как раз и направлены на то, чтобы мир восторжествовал, чтобы весь мир почувствовал, что есть такая сила, с которой невозможно тягаться, невозможно ее победить, ее просто надо признать, и жизнь будет идти своим чередом. Очень хороший расклад опять. У меня вот в последнее время только хорошие расклады на все ситуации. И для Украины, и для России. Я хочу вам сказать, что прогоните свои собственные страхи. По раскладу жизнь не изменится в худшую сторону. Верьте мне, и у вас в жизни тоже все будет хорошо. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, смотрите меня, слушайте меня. Это правдивые расклады, правдивая трактовка. А я вам желаю всего хорошего. По раскладу ничего плохого у вас не будет. Это я вам обещаю. Всего вам доброго. До новых встреч.